Привет, Арми. Добро пожаловать на канал Queen Pop. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю историю, не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться. Спасибо. В воздухе царило ожидание, миллионы людей затаили дыхание. Экраны по всему миру освещали одну и ту же прямую трансляцию, окно в личный момент, которому суждено было стать легендой. Это был день празднования, 28-й оборот Чон Ченгука вокруг Солнца, знаменательное событие для золотого Макне, выросшего на наших глазах. Мы ждали смеха. Мы ждали радости. Мы ждали бурного, трогательного хаоса, который часто сопровождает празднование BTS. Но то, что произошло, оказалось чем-то гораздо более глубоким, чем-то, что запечатлелось в самой глубине души каждого Арми, наблюдавшего за трансляцией. Это был не просто день рождения, это было сейсмическое событие, полное чистых эмоций, которое заставило весь фандом рыдать не от грусти, а от любви, настолько глубокой, что выразить себя она могла только слезами. Вопрос, который был у всех на устах, загадка, облетевшая весь мир за считанные минуты, была простой, что могло довести самого сильного участника, нашего бесстрашного Ченгука, до состояния таких уязвимых, безудержных рыданий в объятиях брата Ким Тэхёна? И в чем секрет подарка, который сначала сломил дарителя, а затем окончательно разбил получателя? Сцена была готова. Ченгук, всегда сияющий центр внимания, сиял, его фирменная застенчивая улыбка играла на губах, когда он читал бесконечный поток любящих сообщений от Арми. Онлайн-чат превратился в водопад фиолетовых сердечек и поздравлений с днем рождения. Он смеялся, шутил, его энергия заразительна. Затем атмосфера изменилась. Едва заметное изменение освещения, тихая нерешительность в болтовне Ченгука. За кадром чье-то присутствие ощущалось прежде, чем его видели. И вот он появился. Ким Тэхён с его загадочной аурой вошел в кадр. Но это был не тот игривый, озорной Ви, которого мы часто видим. Это был Тэхён, серьезный, с глазами, в которых читалась целая вселенная невысказанных слов. В руках он держал простую, элегантно упакованную коробку. Воздух потрескивал от внезапного, ощутимого напряжения. «Ченгука», — начал Тэхён непривычно мягким голосом, с легкой дрожью в голосе. «Для тебя. На сегодня». Простота заявления оглушала. Ченгук, все еще улыбаясь, принял коробку с игривым «Хён, тебе не обязательно было». Он начал разворачивать ее, ожидая, возможно, роскошную одежду, редкую коллекционную вещь, что-то подходящее их статусу суперзвезд. Но когда бумага спала, открыв не название бренда, а, судя по всему, слегка потертую деревянную коробку ручной работы, его пальцы замедлились. Улыбка померкла. На лице промелькнуло замешательство, а затем и осознание. Это был необычный подарок. Это была реликвия. Камера приблизилась, словно ведомая коллективной волей зрителей. Глаза Тэхёна уже блестели, единственная упрямая слеза скатилась по щеке, прежде чем он успел ее смахнуть. Он был на грани срыва, хотя даже не произнес ни слова. «Открой», – прошептал он хриплым от эмоций голосом. Ченгук, теперь совершенно неподвижный, поднял крышку. Внутри, на выцветшем бархате, лежали не драгоценности и не ключи от новой машины. Это была коллекция воспоминаний, воплощенная в реальности. Сложенный, потертый билет на поезд из Сеула в Тэгу. Горсть выцветших, мятых вон, таких, что больше не в ходу. Одно потускневшее серебряное кольцо. И стопка фотографий с загнутыми от времени краями. У Ченгука перехватило дыхание. Он взял верхнюю фотографию. На слегка размытом изображении были двое парней, невероятно юных, с изможденными от усталости лицами, но озаренными неудержимыми мечтами. Это были они. Тэхён и Ченгук в своей первой комнате общежития, окруженные нераспакованными коробками, под одним одеялом. На следующей фотографии они спали в автобусе, склонив головы друг на друга, совершенно измученные после изнурительной тренировки.
На другой фотографии был запечатлен молодой Чингук, едва достигший подросткового возраста, тихо плачущий в углу, а Тэхён чуть старше сидел рядом с ним, не говоря ни слова, лишь предлагая свое молчаливое, непоколебимое присутствие. Тэхён наконец обрел голос, каждое слово давалось ему с трудом, каждый слог был наполнен десятилетием общей истории. «Я сохранил их», — сказал он, и слезы теперь лились рекой. «Я сохранила их, потому что даже тогда, когда у нас не было ничего, кроме друг друга и мечты, большей, чем вся эта страна, я знала. Я знала, что ты особенный. Я знала, что мы особенные. Эти несколько побед, иногда это все, что у нас оставалось на еду. Тот билет на поезд, это было с того самого первого раза, когда я привез тебя домой к семье, потому что ты был слишком мал, чтобы провести отпуск один. Это кольцо, ты подарил его мне с первой зарплаты, сказав: «Хён, теперь мы богаты». Онлайн-чат остановился. Мир замер. Существовал лишь этот момент. Чингук больше не смотрел на вещи. Он смотрел сквозь них, перенесенный во времена борьбы, страха, нерушимой связи, выкованной в огне. Его плечи задрожали. Тэхён продолжил, и голос его дрогнул: «Я сохранил их, чтобы напомнить себе, с чего все началось. Чтобы помнить о парне, который так боялся, но никогда не сдавался. Парне, который работал усерднее всех, кого я знал. И я дарю их тебе, Чингука, чтобы напомнить тебе. Сколько бы рекордов ты ни побил, сколько бы миллионов людей тебя не обожали, никогда не забывай этого парня. Потому что он причина, по которой ты тот, кто ты есть сейчас. Он твоя истинная сила. И я так горжусь тем, что был свидетелем его пути с самого начала. Я так горжусь тобой, мой младший брат. С днем рождения!» Это был переломный момент. Плотина рухнула. Голова Чингука опустилась, и душераздирающий, безмолвный рыдание сотряс все его тело. Слезы упали на драгоценные воспоминания, лежавшие у него на коленях. Он попытался заговорить, поблагодарить своего Хёна, но слова не вырвались, только чистые, неотфильтрованные эмоции. В одно мгновение Тэхён сократил расстояние и заключил его в сокрушительные объятия, держа его, пока Чингук полностью разваливался, рыдая ему в плечо, как не позволял себе годами. Это был катарсис, который назревал 10 лет. Тэхён, сам открыто плача, шептал слова утешения, которые слышал только Чингук, поглаживая его по спине жестом таким знакомым и братским, что он разбивал сердце всех, кто наблюдал. Вот это был сюрприз. Это была не яркая машина или дорогие часы. Это была самая драгоценная валюта в мире – память, любовь и непоколебимый свидетель. Тэхён ничего не дал Чингуку, он вернул ему частичку своей души, отражение своего невероятного пути. Он поднес к мужчине зеркало и показал ему героизм этого мальчишки. И тем самым он подарил армии то же самое. Мы были не просто фанатами, наблюдающими за идолами, мы были свидетелями глубокой человеческой связи, любви между братьями, которая превосходила славу, деньги и время. Мы плакали, потому что понимали. Мы плакали, потому что помним и этих парней. Мы плакали, потому что в их слезах мы видели прекрасную, мучительную, славную тяжесть мечты, которая не только осуществилась, но и превзошла себя так, как они и представить себе не могли в той маленькой, холодной комнате общежития. Последствия были такими же эмоциональными. Когда Чингук начал медленно приходить в себя, вытирая слезы тыльной стороной ладони, он посмотрел прямо в камеру, его глаза покраснели, но стали яснее, чем когда-либо. И он сказал то, что армии будут цитировать еще много поколений. Его голос был хриплым, но твердым. «Видишь, вот почему. Вот почему мы BTS». Дело было не только в музыке. Все дело было именно в этом. Он указал жестом на себя и Тэхёна, который все еще обнимал его за плечо. Дело было в нас. Дело в вас, армии. Вы стали частью этого. Вы видели наши трудности, вы радовались нашим взлетам и держали нас за руки в минуты падений. Эта жизнь, это невероятная жизнь. Она прекрасна и одновременно ошеломляет. Иногда я не знаю, достаточно ли я силен, чтобы быть Чон Чингуком из BTS.
давление, оно колоссальное. Он замолчал, прерывисто вздохнув, пока армии по всему миру посылали цунами сообщений со словами поддержки. Но у меня есть хёны, которые напоминают мне, кто я. И у меня есть ты. Ты даешь мне силы. Ты заставляешь меня чувствовать, что я могу быть тем парнем из Пусана с большой мечтой и все равно быть в порядке. Спасибо, ты Хён-Хён. Спасибо, что не забывает эти воспоминания. Спасибо, что помнишь меня. Затем он улыбнулся настоящей, искренней улыбкой сквозь слезы. И спасибо вам, армия. За то, что любили этого парня и за то, кем он стал. Давай идти вместе, хорошо? Вечно. Мир не просто улыбался, видя, как Чингук радуется в свой день рождения. Мир плакал, исцелялся и снова влюблялся. Это было убедительным свидетельством того, что даже в сверкающем мире мировой суперзвезд самые ценные сокровища – это не золотые или платиновые пластинки, а выцветшие билеты на поезд, потускневшие кольца и непоколебимая любовь брата, который никогда не забывал, откуда ты родом. Подарок Тэхёна стал идеальным кликбейтом, превратившимся в главный урок любви, шокирующим эмоциональным откровением, которое раз и навсегда доказало, что связь BTS нерушима, и что сердце золотого Макне, хоть и прочнее стали, всегда будет прекрасным и по-человечески нежным. И армия, сквозь собственные слезы, смогли прошептать в ответ лишь одно: «Мы всегда будем любить тебя. Мы всегда будем помнить. Мы всегда будем рядом с тобой». От той маленькой комнаты в общежитии до вершины мира и даже дальше. Прямая трансляция завершилась непривычным взмахом руки и радостным «Мы любим вас, армия», а томительным, трогательным кадром двух участников, все еще сидящих рядом, соприкасающихся плечами, молча перебирающих вместе коробку с воспоминаниями. Экран погас, оставив миллионы людей в состоянии застывших эмоций, на их собственных экранах отражались заплаканные лица. Последовавшая тишина была не пустой, а полной. Она была тяжела от того, что только что было сказано. Социальные сети, на мгновение замершие в благоговении, затем взорвались с силой, которая едва не разорвала интернет. Решетка Юнкаак Биртхдай, решетка Тикук и решетка Втоенкаак Гифт стали популярными по всему миру не просто как хэштеги, а как цифровые памятники моменту. Это было необычное безумие фандомного восторга. Это был коллективный катарсис. Фанаты не просто публиковали скриншоты, они делились своими историями. «У меня есть друг, который держал меня за руку в старшей школе», гласил один твит, сопровождаемый похожей выцветшей фотографией. «Это заставило меня позвонить брату и поблагодарить его за все», говорилось в другом. Проявление глубокой любви Тэхёна вышло за рамки простого айдол-фаната и затронуло универсальную человеческую потребность — быть увиденным, запомненным и любимым на протяжении всего нашего пути, а не только за наши успехи. Новостные агентства и комментаторы СМИ, часто склонные к сенсациям, вместо этого были удивительно сдержаны и уважительны. Культурологи писали статьи на тему «Экономика памяти в цифровую эпоху», ссылаясь на дар Тэхёна как на окончательное противоядие от зачастую поверхностной природы культуры знаменитостей. Психологи выступали на утренних шоу, обсуждая важность признания своих корней и эмоциональное освобождение, которое приходит, когда тебя по-настоящему понимают те, кто был с тобой с самого начала. Это был не рассказ о том, как к-поп-звезды плачут в прямом эфире. Это был глобальный урок братства и уязвимости. А что же остальные участники? В последующие дни остальные участники BTS начали потихоньку присоединяться к припеву. Джин, старший Хён, опубликовал на Уиверс фотографию всей группы много лет назад, на которой он выглядел измученным, но счастливым после выступления, с подписью «У каждого из нас есть свои коробки». Я рад, что эти двое напомнили нам иногда их открывать. Я горжусь тобой, Чингука. И Тэхёна, у тебя прекрасное сердце. Шуга, известный своим стоическим реализмом, написал более длинное и проникновенное послание. Легко смотреть вперед и бежать. Трудно оглянуться назад и оценить пройденный путь, не чувствуя одновременно боли, гордости и истощения. То, что вы сделали, было храбрым. Спасибо, что показали, что сила не в том, чтобы не плакать. Она в том, чтобы рядом были люди, с которыми можно поплакать. Вот это настоящая сила.
Эта солидарность группы подтвердила то, что AR и MUI всегда знали, магия BTS – это не просто готовый продукт. Это подлинная, сложная и глубокая любовь между 7 людьми. Это событие стало определяющим моментом в их наследии, изменив общественное восприятие группы. От крупнейшего бойбенда мира они стали эмоциональными архитекторами новой, более уязвимой мужественности.